Крупный пожар на контейнеровозе Хонг-Конг в Таиланде. 25 мая 2019 года на борту судна возник пожар на контейнеровозе Хонг-Конг в порту Лаем-Чебанг в Таиланде. На судне возник пожар, вызвавший взрыв, в результате которого не менее 25 рабочих пострадали от отравления дымом и другими травмами, что вынудило чиновников эвакуировать рабочих и временно закрыть 3 пирса. Более 130 человек были доставлены в больницу. Некоторые из них жаловались на раздражение в глазах и горле и другие ощущения жжения на коже. Район вокруг глубоководного порта Лаем-Чебанг в провинции Чонбури, расположенный в 2 часах езды к югу от столицы Бангкока, на то время был объявлен опасной зоной. Директор порта Ютхана Мока сказал, что люди в порту пострадали от вдыхания дыма и попадания небольшой шрапнели из контейнеров. По словам директора порта Ютханы Мока, первоначальные проверки показали, что пожар возник в партии груза, содержащей химический гипохлорид кальция. Был закрыт причал, на котором возник пожар, и 2 других пострадавших от пожара. Пожар в порту в промышленной провинции Чонбури, к востоку от Бангкока, был локализован, и чиновники искали причину взрыва. Пожар тушили с помощью пожарных, которые сосредоточили усилия на химическом загрязнении на море, на суше и в воздухе. В общей сложности 143 человека получили ранения в результате выброса ядовитых веществ в воздух в результате взрыва. Контейнеровоз КМКТ Хонг-Конг имеет длину 168,6 метра и был построен в 1998 году с контейнерной вместимостью 1585 20-футовых контейнеров, и на момент прибытия в Лаем-Чебанг на борту было 676 контейнеров, из которых 443 были выгружены и еще 35 осталось на судне. Среди контейнеров, разрушенных или поврежденных взрывом и пожаром, были 5 контейнеров-цистерн были загружены жидким парафином, 13 контейнеров были загружены гипохлоритом кальция. Судебно-медицинская полиция расследовала причину пожара, сказал Сивапарн Буапонг, начальник управления по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий провинции Чонбури. Гипохлорид кальция – это окисляющее вещество, классифицированное в соответствии с классом 5,1 имка. Некоторые МЦС классифицируют его как окислитель, который может усилить возгорание, вызвать серьезные ожоги кожи и повреждение глаз. Очень токсичен для водных организмов и вреден при проглатывании. Инцидент стал наихудшим случаем пожара на контейнеровозе, стоящем у причала в Лаем-Чебанг. Инциденты, связанные с гипохлоритом кальция, это не первый случай, он возгорал на борту многих других судов. Статистика показывает, что крупные пожары контейнерных грузов в море происходят примерно каждые 60 дней. По мнению британской компании страхования TT Club, крушения на судах возрастают, и потенциальный риск и последствий крупных взрывов или пожаров. Из-за множества инцидентов, произошедших за последнее время, компания по обеспечению целостности грузов, инициированная Международным транспортным и логистическим страховщиком, получила новый импульс. Согласно британской страховой компании TT Club, его записи показывают, что во всем интермодальном спектре в целом 66% инцидентов, связанных с повреждением груза, могут быть связаны с ненадлежащей практикой общего процесса упаковки, и это касается не только крепления, но и идентификации груза, неправильного декларирования, документация и эффективная передача данных. Расчетная стоимость этих претензий в секторе страхования морского транспорта превышает $500 миллионов США в год. Peregrine Stores Fox, директор по управлению рисками британской компании страхования TT Club, который возглавляет работу по обеспечению целостности грузов, сказал:
мы стремимся сосредоточить внимание всех прямых и косвенных заинтересованных сторон на признании правильных вещей и их выполнении. Одним из особенно важных аспектов этого является правильное декларирование и обращение с опасными грузами. Неправильно задекларированный опасный груз – возможная причина пожара в КМКТ в Гонконге. Директор портовой администрации Таиланда Камалсак Пхромпраюн сообщил, что пожар на борту контейнеровоза «Хонконг» произошел из-за неправильно задекларированных химических грузов гипохлорита кальция и хлорированного парафина. Власти порта осмотрели 35 контейнеров в очаге пожара, более половины из которых содержали химические продукты. По сообщениям местных СМИ, господин Фромпраюн и его команда обнаружили 18 ящиков с химическими грузами. Между тем, исследователи контейнеров обнаружили, что в 13 контейнерах был загружен гипохлорит кальция, а в 5 – хлорированный парафин. Грузоотправители не декларировали опасные грузы, а задекларировали, что это были куклы. По данным Nation, поскольку пожар был вызван сжиганием химикатов, близлежащие общины вокруг морского порта Лаемчебанг ранее сообщили в субботу, что они пострадали от ядовитого дыма и кислотного пепла, проливающегося на их деревни, что вызвало эвакуацию многих общин вокруг морского порта. Спустя некоторое время Департамент по контролю за загрязнением объявил, что угроза опасного загрязнения воздуха, вызванного сжиганием химикатов, снизилась до безопасного уровня. В заключение Г.Н. Фромпраюн прокомментировал народу: как правило, каждая партия токсичных химикатов, включая передачу партии, должна декларироваться до того, как она войдет в наши порты. Но поскольку судовая компания не заявляла об этих токсичных химикатах, судоходная компания обязана потребовать возмещения ущерба от владельцев груза. Международный союз морского страхования призывает Международную морскую организацию внести поправки в правила пожарной безопасности на судах, в частности, на контейнеровозах. Причиной пожаров на борту судов зачастую становится неверно задекларированный груз. Много видов груза, намеренно или нет, заявлены неточно и, следовательно, обработаны на борту неправильно. Это может привести к пожару, и этот фактор в большинстве случаев его первопричина. Он призвал штрафовать грузоотправителей, которые неверно задекларировали груз, инициировать внеплановые проверки груза и внести изменения в правила пожарной безопасности на судах.